Всем привет! Окей. Это видео будет очень личным. И я не знаю почему, но я хочу поделиться своим опытом, как я вообще решилась на эту процедуру, на эту церемонию аяhuаску. Я не знала, что это такое, просто Алмер сказал, что типа вот хочу попробовать. И я такая, блин, а почему бы нет? Почитала, что это. Это безопасная тема, это 2 компонента. Сначала такая вводная часть скучная. Один компонент лиана, которая типа открывает твое подсознание, и второй компонент какие-то листья, которые действуют на тебя психоделически и, в общем, позволяют тебе путешествовать, как я это понимаю, в твоем подсознании. И я скажу, что этот опыт, для меня это было 1000 раз круче, чем поход к психологу. Это не может заменить несколько курсов похода к психологу, я думаю. Я не знаю, я была у психолога, и это немножко разное. Здесь я сама разговаривала с собой, в общем, мой опыт, я прям вот шаг за шагом буду рассказывать, как это все было. Во-первых, мы приехали в это место, нам нужно было взять с собой, если мы хотим, подушки удобные, плед, что-то такое, вода, туалетная бумага. Поскольку я знаю, что вот эта вот штука, она действует на всех по-разному. Кто-то там бежит в туалет, кого-то там проносит прям на месте, кого-то тошнит. И, в общем, никто не знает, как все будет, поэтому будьте готовы, типа того, ко всему. Мы приехали вот в это место, нас было около 10 человек, по-моему, или человек 10. Это была такая комната круглая, типа, я не знаю, как это называть, типа большая юрта, сделанная из глины и дерева. И просто лежали такие коврики по кругу и подушки, удобные стульчики. Мы взяли с собой подушки дополнительно. И шаман, хозяйка вот этого места, она предложила нам пледы. Я думала, что я себя комфортно чувствую, типа не нужен мне плед. Такая, ладно, почему бы не взять этот плед. В общем, приготовила его для себя, положила так аккуратненько. А вдруг? Кто знает, что со мной. Рядом с нами было ведерко, каждому свое индивидуальное ведерко. И сказали, что если вас тошнит, можете идти вот прям вот там такой заборчик, ограждение, и просто как типа обрыв, можно делать свои дела туда, прям вот так вот, либо использовать вот это ведерко, то есть чувствуйте себя комфортно, просто не мешайте другим. И еще один момент такой, что они говорили, естественно, на португальском, я ничего не понимала, поэтому первую часть, когда мы еще не приняли вот эту вот смесь аяуаска, Алмер перевел мне, как все это будет, то есть к чему нужно быть готовым, что это такое вообще. И, в общем, как шаман сказала, первую часть ты можешь перевести, а вторая часть, когда мы уже все примем первый стаканчик, так первую порцию аяуаски, все, это уже личное путешествие каждого. Будьте в моменте, как бы позвольте зелью действовать, зелью работать. И она сказала, что разговаривай с вот этим вот напитком, что ты хочешь вообще от этой процедуры,
что ты хочешь получить, чему ты хочешь научиться, что ты хочешь узнать. В общем, как-то так вот. И я пошла туда, чтобы узнать себя побольше, потому что я закрытый человек. Я не могу сказать, закрытый или открытый. Ну, в общем, у меня очень много тараканов своих, как и у всех, и мне тяжело кого-то пустить внутрь себя, и даже мне тяжело пустить себя внутрь себя, чтобы изучить эти вопросы, и поэтому это видео, это реально прям вот я не знаю почему, но что-то мне говорит, что я должна записать это видео для себя, для моей семьи, для всех, кто имеет какие-то, я не знаю, проблемы, мысли. В общем, итак, первое, вот все это закончилось, первая часть, как бы мы сели по своим местам, нужно было подойти к шаману каждому по очереди, взять первую порцию, выпить вот этот вот напиток. По отзывам, которые я до этого, естественно, прочитала, что это такое вообще, и как это пишут, что это зелье такого противного вкуса. Не знаю, мне оно на вкус показалось ничего так. И это абсолютно безопасно для здоровья, это не токсины какие-то, не задерживаются у тебя в организме, все выходит из тебя после. И да, это галлюциноген, но это немножко другое, я не знаю. Не буду ничего говорить, потому что я не знаю. Я реально не знаю. Но в Европе я знаю, что в Австралии, в некоторых штатах США, в Бразилии это разрешено. В России это, естественно, запрещено. Это наркотическое вещество, которое действует на твой мозг. И, в общем, позволяет тебе видеть что-то, что ты в обычной жизни не видишь. Но, кстати, не у всех. Это потом, об этом потом. В общем, вот приняла я это зелье. И, наверное, около часа, ну, я не знаю сколько, ну, минут 40 точно. Поскольку женщина сказала, что между первой и второй будет где-то час. Мне показалось, что я около часа, почти все это время сидела и не ощущала вообще ничего. Я хотела что-то ощутить, но как-то не понимала. И я стала разговаривать с вот этим вот зельем, типа, которое я приняла, типа, скажи, что я хочу, что мне надо, что вообще делает меня счастливой, дай мне понять что-то обо мне, пожалуйста, помоги мне, я хочу помочь себе. И как бы вот как-то так вот я задавала себе вопросы. И тут как-то, я не знаю, мои мысли вообще пошли в степь к предыдущим моим отношениям. Я почувствовала боль, я не знаю. Я стала вспоминать моменты, когда я чувствовала себя нелюбимой. И от вот этого вот чувства я приготовила блог, потому что я уверена, что я буду плакать много. И я на процедуре очень много плакала. И я почувствовала такую обиду, что прям вот, я себя чувствовала нелюбимой. И в этот момент я хотела позвонить ему и сказать, типа, какого хрена ты так вел себя со мной? Хотя я не знаю, любил ли он меня или не любил, но это все по поводу языков любви. Там мы с ним говорим на разных языках, говорили на разных языках любви, и мне нужно было, чтобы мне говорили и показывали, как меня любят, другим способом, не так, как было у нас. И я реально чувствовала вот этого, что мне этого вот не хватало, и прям это у меня вызвало такую боль, я просто стала плакать. Я сижу, и прям слезы льются.
я не видела никаких там галлюцинаций, там чего-то такого, такого сверхъестественного, я просто плакала. И тут я почувствовала, я не знаю, все были, как шаман сказала, нужно закрыть глаза и быть вот в потоке и дышать. Если что-то не так, просто дышите, дышите глубоко, дышите глубоко. И я, естественно, была с закрытыми глазами, и я, не знаю как, почувствовала, что как какое-то движение. Она что-то сказала, она до этого еще пела песни, она и была девушка, которая помогала ей, были какие-то мантры, чтобы настроить вот это все на нужную волну. И периодически что-то говорила. Она сказала, что на прием второй порции я вас позову. А после, если вам нужно больше, вы просто чувствуете себя комфортно, подходите и просите, если вам нужно больше, если вы хотите пойти глубже, просто типа be cool. Чувствуй себя комфортно, чувствуй себя как дома. И вот почувствовала движение, что что-то происходит, я открыла глаза и увидела, что люди, да, подходят, берут вот этот вот второй стаканчик. Ну, я дождалась своей очереди, подошла, приняла этот, в общем, там берешь этот стаканчик, садишься на свое место, опять говоришь что-то, просишь вот это вот зелье, снадобье, и принимаешь это, закрываешь глаза, и все. И, в общем, я приняла это зелье, сделала все как нужно, закрыла глаза, и тут началось. И тут прям вот раз, и все поехало. Тут поменялась музыка, уже она не пела, а играла с ноутбука что-то, запись какая-то, разные шаманские какие-то мотивы, и плюс они вдвоем играли со всякими бубенчиками, дудочками, там какие-то музыкальные инструменты, я не знаю, как это называется, и ходили, и пускали дым, и в центре у нас был огонь, костер, и я чувствовала этот треск, и чувствовала запах. Первое время мне было трудно дышать, мне не хватало воздуха, потому что мне казалось, что этот огонь забрал весь воздух, мне было тяжело дышать. И когда она начала проходить, было какое-то арома масла, я почувствовала это арома масла, и я так вдохнула полной грудью. Вот, да, в этот момент началось. Я думаю, что вот после вот этого запаха, что я начала дышать, начало что-то происходить. Я начала видеть какие-то, не знаю, вот это вся передо мной, я была с закрытыми глазами, но передо мной стали плыть какие-то картинки, краски, типа калейдоскопа, что-то такое. И я так подумала, я закрыла рукой глаза, типа, фак, что происходит вообще? Уйдите от меня. Я закрылась рукой, и я ощутила, что, блин, что это такое? Это моя рука? Это что? Это что-то вообще непонятное. Я так себя убеждаю, нет, это моя рука. Типа, я начала как-то паниковать, нервничать. И я начала себя успокаивать, типа, нет, все нормально, это твоя рука. Я закрыла двумя руками, так, что такое, Людмила, будь спокойна. Я начала чувствовать страх, прям вот мне стало страшно от всего, что происходит. Я закрыла вот так вот, закрылась руками, закрыла глаза, и страх все еще больше одолевал. Я взяла этот плед, я укрылась с головой и вот сидела под пледом вот так вот. Меня трясло, и тут я увидела себя, как вот я есть взрослая, и увидела маленькую девочку, которая прям вот боится, ее трясет, и я пытаюсь успокоить вот эту девочку, типа, все спокойно, все будет хорошо, это просто церемония, не бойся, все хорошо, ты в безопасности, Я стала повторять просто, ты в безопасности, потому что у меня была такая паническая атака, и я чувствовала, что вот все вот люди, которые рядом, мне казалось, что они прям вот слишком близко ко мне, и я так
блин, уйдите от меня, не подходите ко мне, оставьте меня в покое. И когда вот эта шаман проходила с этими бубенцами, у меня такой ужас был, просто я чувствовала, что я не знаю, я не могу это описать, прям вот мне было дико страшно. Я открыла глаза, чтобы как-то успокоить, чтобы как-то прийти в себя, увидеть, что это все церемония, мне стоит открыть глаза, это все закончится, как бы в реальность вернется. Но я открыла глаза, и вот это вот все, что я видела с закрытыми глазами, это все было в реальном мире. Когда мы приехали, были на стенах развешаны картинки, такие безобидные картинки с красками, какие-то образы. Но в этот момент они стали двигаться, и мне казалось, что все картинки, все, вот какой-то плед лежит, какой-то рюкзак лежит, это все не рюкзак, это все не плед, это все что-то, какая-то сущность, которая просто пялится на меня, и мне было дико страшно. Я успокаивала себя, постоянно повторяла: все хорошо, ты в безопасности. И когда вот это как раз в этот момент шаман проходила, я смотрю, она подходит к одному человеку, там что-то с бубенчиками творит, к другому, и я такая: Людмила, будь готова, типа, скоро она подойдет к тебе, не бойся, все нормально, это все хорошо, это просто церемония. И тут она подходит к Алмеру, и я понимаю, что следующая и я просто с этим пледом погружаюсь вот так вот вся вот так закрываюсь в комочек, свернулась, типа, и говорю просто: уйди от меня, уйди, не подходи ко мне, не подходи, оставь меня в покое, не трогай меня, не трогай. И у меня вот слезы текут, страх дикий, и не знаю, я смотрю, открываю, то есть плед снимаю, смотрю вот так вот в сторону, там туалет, возле туалета горела лампочка, я смотрела туда, думала: блин, мне надо бежать в туалет, как бы вырвать это все, чтобы очиститься, и думаю, что это все пройдет, но нет, мне страшно просто встать и пойти туда. Я вот это вот метание такое, что страх и все это вместе. В общем, вот перейду к этой девочке. Я начала, когда я ее успокаивала, и тут до меня доходит, что вот эта девочка — это я пытаюсь успокоить ее, так: ты в безопасности, и такая: какого хрена ты говоришь ей? Ты говори себе: это я боюсь, мне страшно, успокаивай себя. И я тут перехожу к себе: я в безопасности, начинаю уже говорить как бы о себе в первом лице, и переключаюсь, я вижу то эту девочку, то с глазами своими, то себя глазами этой девочки. В общем, я начинаю, я сейчас анализирую, а тогда я сейчас просто говорю свои эмоции, что я чувствовала. И я сказала, когда я начала говорить: да, типа, это мне страшно, и я тут понимаю, что типа того, что мне нужен этот человек, который будет меня успокаивать, который будет говорить. Я начала этой девочке говорить: моя девочка, все хорошо, все. И я тут понимаю, что это мне нужно, чтобы кто-то говорил. И я вспомнила про маму. Я потеряла маму, когда мне было 11 лет. И я поняла, что мне вот этого не хватало, чтобы мама меня успокаивала. И я тут увидела ее, как бы уже себя взрослую, глазами кого-то рядом. И я поняла, что это она. И мне стало как-то комфортно, спокойно.
И уже как бы я говорила с собой за нее, типа говорила то же самое. Ты в безопасности, я с тобой, ты в безопасности, все будет хорошо. И тут я увидела, в общем, я говорю с мамой, вернее, мама говорит со мной, и я понимаю, что я какая-то эгоистка, не знаю, я думаю о себе, что я начала думать за маму, поскольку типа того, что как ей было тогда. Нас было 6 детей. Мы жили не в лучшей жизни, я не знаю, порой мы жили вообще как бы прям вот на пороге бедности, я не знаю. Ей было жутко тяжело, и я понимаю, что ее нужно успокаивать. И уже моя мама стала маленькой девочкой, которую нужно обнять. Я так захотела обнять ее, сказать, что люблю ее. И у меня вспомнилась вот прям такая история из моего детства. Я помню себя в детском лагере, когда я была в детском лагере и возвращалась, я была там недели 3, что ли, и вот мы уже день, когда мы едем назад, все в автобусе, девочки, мальчики обсуждают о том, как они приедут домой, обнимут маму, скажут, что любят. Все говорили, и я такая, да, я тоже, я приеду, я ее обниму, я скажу, что люблю ее. И я помню вот этот момент, когда я приехала домой, я зашла в квартиру, в дом, и это была кухня, мама жарила блины, а моя младшая сестренка мыла полы. И я такая, я вот прям вот забегаю такая домой, это уже реальность, это реальное воспоминание из детства. И я хочу вот прям, я уже планирую, я себе нарисовала сценарий, какие я слова скажу, прям написала текст, скажу, что люблю, что скучала там и так далее. Я забегаю домой и не говорю ничего. Я не говорю, что люблю ее, потому что в нашей семье это не было принято говорить о чувствах друг к другу, я не знаю. И я тогда я прям вот в этот момент вчера, сегодня ночью я почувствовала, что я так многого не сказала ей, и вот я обняла ее и стала просить прощения, что я ей не говорила всего этого, как она. И я не сказала, что до этого я с этой девочкой, когда говорила, я говорила, что я люблю ее. Я вот это вот прям вот я повторяла, вот я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, неважно там кто-то другой. И я так понимаю, что это отсыл к тому, что после первого стаканчика я почувствовала вот эту боль от осознания того, что меня не любили в других отношениях. И как будто бы я говорила вот этой девочке, блин, неважно там, кто тебя там, кто-то там не любит, я люблю тебя, мне вообще плевать на всех вокруг. Самое главное, что я люблю тебя, я с тобой, я всегда буду с тобой. И я вот повторяла вот этой вот девочке, что я ее люблю. И мне от этого было одновременно так больно и так классно, так хорошо, что я наконец-то признаюсь в любви себе. Я понимаю, что я реально люблю себя. Это просто было, не знаю, это что-то с чем, это, мне кажется, это прям вот этот опыт стоило того. Вот, все, вернемся к маме. В общем, когда я начала все это говорить, вот теперь уже мама стала такая, не такая властная, взрослая женщина, которая успокаивала меня. Там. Теперь она стала той девочкой, которую я успокаивала, которой я говорила люблю. И я вот говорю с мамой и вижу, что в очереди стоит папа. И я понимаю, что мне нужно с ним говорить. И он прям как будто бы такой жмется. И я такая, так, стой, жди. И мне сейчас надо поговорить с ней. Пожалуйста, прости, но мне сейчас надо говорить с мамой.
И тут вот после того, как уже вот она, девочка, я не знаю, как-то все исчезло, это все, уже я стою, и тут я вижу папу, что он подходит, что типа, ага, моя очередь. И тут я опять вижу вот эту маленькую девочку, которая плачет, которой страшно, которую трясет. И я начала говорить: пап, прости, прости, но, блин, ты видишь, ей страшно, ты видишь, ей страшно. Если мне нужно помочь ей, мне нужно помочь. Если ты хочешь, ты можешь подойти, обнять ее. Идем к нам, идем, обнимемся, идем, скажи, что ты любишь ее, скажи, что все хорошо, скажи, что все будет хорошо. И сейчас, это уже сейчас я анализирую, тогда я я ему ничего не сказала. Но сейчас я понимаю, к чему этот отсыл, потому что когда мама умерла, отец не выдержал этого, он, как часто бывает, оказался слабым, и я думаю, ему нужна была поддержка, и у меня до сих пор, до вот этой процедуры было чувство вины. Я постоянно, когда смотрела какие-то фильмы, что там вот аналогичная ситуация, что дети отвернулись от отца, я понимала, что этому отцу так одиноко и так хреново, что он реально один. Я себя винила за это, что он умирал, он жил один, когда его лишили родительских прав, он пил очень сильно после смерти мамы. Мы ругались, дрались с ним, потом мы жили отдельно. В общем, всю свою сознательную жизнь, пока он был жив, мы были раздельно. Только в последний год его жизни, за месяца 2, я помню, что мы с бывшим молодым человеком ехали из Казани, и я вспомнила вот эту вот ситуацию, не знаю, я почувствовала, что я хочу помочь как-то, я хочу организовать. Я подумала, что он, сейчас реально бомжует, что он пьет, непонятно где гуляет. И мне до сих пор реально было такое чувство вины, что он умирал один. И вот я думаю, что в этот момент я сказала себе, что типа того, что, блин, ты была ребенком, у тебя не было ничего, чтобы ему помочь. Это прям, я не знаю, это мега личный блог. И я реально простила себя за это, за то, что я не была в этот момент с ним, поскольку, блин, первое – это забота о себе. Когда ты в безопасности, ты можешь позаботиться о других, но в первую очередь тебе нужно думать о себе. И вот этот момент, когда я сказала ему: если ты хочешь, ты можешь подойти обнять, и как-то все поменялось. Просто картинка сменилась, я не знаю. И сменилась и музыка еще. Стали такие бубенцы легкие, классные. И вот эта девочка, я увидела вот эту девочку уже такую не боящуюся, не трясущуюся, а такую типа, блин, она смотрит на меня, типа, я хочу поиграть. И я вот вижу, как будто бы все вокруг дети, такие же дети, все вот, кто вот лежал вот здесь вот вокруг, я представляла их реально маленькими детьми, которые также ощущали страх, которые также сейчас хотят как бы быть вместе, поиграть. И вот эта девочка такая: я хочу поиграть, можно? И я такая, я улыбаюсь, я смотрю на нее, типа, ты хочешь поиграть? Да, иди, ты в безопасности. Ты видишь, все такие же, как ты. Все дети, все хотят просто поиграть, все хотят быть вместе, хотят веселиться, я не знаю. Ты можешь поиграть. И у меня я почувствовала такое ощущение, что как будто бы я эту девочку отпускаю в свободное плавание, типа говорю ей: ты свободна, ты можешь идти куда хочешь. Но в то же время я ощутила какую-то такую грусть, но такую добрую грусть, типа того, что
не знаю, как вот, наверное, матери ощущают себя, когда их дети уходят во взрослую жизнь, не знаю, выходят замуж, женятся, и какую-то такую добрую грусть, добрую тоску. И я прям реально, я ощущала себя, я видела себя улыбающейся, но со слезами. Это были уже не те слезы страха, ужаса, а вот такие вот какие-то другие. А еще до этого был момент, и сейчас это будет прям, когда вот эта девочка боялась, страдала, плакала. Я была вся в слезах, в соплях. У меня была вот эта туалетная бумага, которую мы взяли, один рулон на двоих. Вот здесь вот лежал Алмер, и здесь я. Я под пледом вот с этими руками, с комком вот так вот скомканным туалетной бумаги. Он уже был настолько замызганным, я понимала, что мне нужно больше. Я не могла дышать, потому что нос у меня был прям вот заполнен. И я такая, все, мне нужно взять больше бумаги. Я открываю плед, такая, открываю руки, смотрю и вижу Алмера с ведерком в обнимку, его тошнит. И я такая, блин, ему-то сейчас нужна тоже бумага будет после того, как вот он вырвет. Я такая, блин, ну мне же тоже нужна. И у меня вот такая дилемма. Но ему сейчас нужна будет. Ты можешь потерпеть, ему нужна бумага. Я такая, какого хрена? Мне она нужна сейчас. И почему я должна терпеть? И мне стало так обидно, что я должна терпеть, ждать, пока кто-то воспользуется тем, что как бы мое, тоже мое, принадлежит мне. Я такая, блин, и я начала плакать от того, что я не могу взять то, что мне нужно именно в этот момент. И вот это вот возмущение, такой вот детский плач, такой типа, я хочу, почему, такая обида. И я начала себя успокоить. Ты хочешь? Возьми, возьми. Я просто это смешно было. Я вот так из-под пледа засовываю руку, беру эту туалетную бумагу, обнимаю ее, вот так вот схватила, вот так в комочек и начала, это мое, это мое. Я прям реально говорила по-русски, это мое, я никому не отдам, это мое, мне нужно, вот так вот. И просто начала вот эта вот паника меня опять одолевать, что это мое, я не отдам, вот с этой в обнимку, вот с этой туалетной бумагой, блин. И я начала говорить этой девочке, типа, да, это твое, все, никто не забирает у тебя, это твое, не переживай, все хорошо, это твое. И такая, все, это мое, дыши, я себя часто повторяла, дыши, начала глубоко дышать, такая, стала успокаиваться, все, туалетная бумага со мной, такая, типа, все, успокоилась, и тут такая, спрашиваю тебя, ты успокоилась, да? Да, типа, все хорошо, бумага со мной, все хорошо. Я типа, ты хочешь поделиться или нет? Я такая, не знаю, она мне нужна. И такая просто, отматываю себе прям побольше, прям много-много отмотала себе, взяла эту бумагу и такая открываю плед. И Алмер сидит, он на меня не смотрит. Но это было прям реально, как дети делают. И я с таким видом, типа, тебе нужна бумага? У меня тут подарочек для тебя. Типа так игриво такая, хоп, так к нему поближе эту бумагу ставлю. И такая смотрю, типа, на его реакцию. А он не смотрит на меня. Но у меня это было, что, типа, он такой, да, супер, спасибо. И такая, все. Как бы дело сделала, и тут вот эта девочка захотела поиграть со всеми, и вот как раз вот я сказала, да, иди играй. Я понимаю, что вот в этот момент как раз эта, видимо, девочка взрослела и хотела идти в свободное плавание. Я
когда я говорю, это девочка, я говорю реально о себе. И после этого, как девочка уже поиграла, я ощутила, эта девочка пропала. Я уже ощущала себя, как я есть. Я дышала глубоко и ощущала реально себя такой самодостаточной. И ощущала себя прям, что, блин, я посмотрела на номер, типа того, что ты меня любишь, да, я знаю, если ты хочешь быть со мной, пожалуйста, будь, как бы, да, мы можем быть вместе, но если ты не хочешь, типа, I don't care, ты можешь идти, куда тебе вздумается, а я поплыву своей дорогой, типа, потому что я чувствую себя счастливой в этом моменте. И еще момент про кошку. Это нужно рассказать по типу, когда вот эта вот паника у меня была. До того, как мы пришли, когда мы легли, у них была кошка, кот. Он сразу пришел ко мне, я не знаю почему, и лег, я его гладила, он остался у меня в ногах. И вот в момент, когда мне было страшно, этот кот, видимо, повернулся, и я почувствовала вес на моих ступнях. И я такая, кто стоит на моих ногах? Почему вы так близко? Я начала бояться, я такая, и начала себя возвращать, типа, это кот, ты помнишь, вот кот был тогда, это кот, просто он как бы повернулся. Нет, это не кот, это кто-то, это нечто. Нет, это кот, это кот. Я вот открываю вот это покрывало, такая, хочу, типа, посмотреть, это кот или не кот. И я вижу вокруг вот этот вот весь хаос, который, вот все люди, все пледы, коленки чьи-то уже в сущность превращаются, и все смотрят на меня, и я не могу, мне надо посмотреть, убедиться, кто это или что это. И я как бы боюсь, что в этот момент, пока я буду смотреть на этого кота, кто-то подойдет мне отсюда, вот что-то скажет. И там еще была вот эта шаманская музыка такая, и мне казалось, что этот шаман прям вот подошел. Эта музыка была просто из колонок, но мне казалось, что этот шаман встал надо мной, и в ухо мне прям вот это вот такой прям такой жуткий голос. Это просто, я такая, блин, выключите, пожалуйста, это ужасно, это ужасно. И после, да, видео будет долгим. Вот, после того, как я более-менее успокоилась, я смогла посмотреть, что да, это действительно кот. Я такая, ты хочешь потрогать? Да, потрогай. Рукой так, хоп. Да, действительно кот. Все, можно обратно под плед. Хоп, закрылась. Теперь ко взрослой мне. И в этот момент мне захотелось поговорить с моей семьей. И уже как бы я такая взрослая, и я захотела сказать спасибо. Я просто начала говорить всем спасибо. И первый, кто пришел мне на ум, кому я должна сказать спасибо, это моя сестра, вторая моя сестра Светлана. Я в этот момент я хотела ей позвонить, но такая, думаю, зачем тебе звонить, ты можешь с ней говорить вот так, вот она тебя услышит. Я начала, прям реально образ возник моей сестры, и я начала с ней говорить. Я хочу сейчас вот сказать, я знаю, что первый, кто смотрит мои видео, это моя семья. Поэтому, Свет, спасибо тебе огромное за, я не знаю, ты такая храбрая и такая, не знаю, ты герой. Когда наша мама умерла, ты была в Уфе, ты только закончила учиться, у тебя вся жизнь была впереди, но ты вернулась в эту глушь, чтобы смотреть за детьми, за нами, за 3, за 4, даже старший брат еще учился в школе. Ты сама была ребенком. Кошмар, что ты испытала, это просто
Спасибо тебе огромное. Я в вечном долгу перед тобой. И когда я говорила это все, мне опять же вот моя сестра показалась девочкой, которой я хотела сказать, что я люблю ее. Да, Свет, я люблю тебя безмерно. Ты супер женщина. И ты достойна самого лучшего, самой большой любви. И я знаю, что у тебя она есть. Твои дети, твой муж. Я люблю тебя. И второй тут же, это было прям реально как перед глазами была как очередь, кого я увидела. Второй это был мой брат Вася. И я вспомнила вот это передо мной картинка такая, что опять же, говорят все травмы из детства. Опять же, вот этот момент, когда мама умерла, и у меня вот эта картинка, что вот все люди приходят в наш дом, вот эти бабки плачут, там причитают, и тут сижу я, рыдаю, тут мой брат Руслан, и на диване я вижу Вася, ты обнимаешь Раю, и Рая сидит такая с пустыми, ничего не понимающими детскими глазами, типа, что здесь происходит. И ты такой просто обнял ее, и такой прям, ты был такой взрослый. Ты был ребенком, но ты казался таким взрослым. Ни единой слезинки на твоем лице было тогда твое. Просто взрослое, серьезное лицо, который думал, что мы будем делать дальше. И вот, и тут я, не знаю, ты был тот, кто звонил, писал всем, что типа такая ситуация произошла, мама умерла, нужно что-то делать, морг, там какие-то дела. Фак. Я не знаю, как ты это вынес. Я люблю тебя. И тут подошла очередь старшей сестры Оли. Я помню тебя, как ты бегала то ко мне, то к Руслану и пыталась успокоить нас. И я понимаю, что в твоей голове творился ужас, что ты тоже хотела, чтобы тебя кто-то успокоил, чтобы тебя кто-то обнял и сказал тебе: ты моя девочка, я люблю тебя, все будет хорошо. Я не знаю почему. Когда я была у психолога, у меня был опыт с психологом, когда я пришла к нему совсем по другому вопросу, у меня почему-то поднялся вопрос о моей младшей сестренке, что я чувствовала себя виноватой за то, что когда-то я ее типа бросила. У нас был такой момент в семье, когда наш отец стал жить с другой женщиной. Мы все сначала переехали в другую деревню. Все детки: Руслан, я, Рая. Брат старший уже поехал учиться. И спустя там пару месяцев каких-то так получилось, что моя тетя забрала меня и Руслана к себе, но мою младшую сестренку оставила с отцом и с вот этой женщиной. И я не знаю почему, но она прям категорически не принимала мою младшую сестренку. Да. И я себя чувствовала всю жизнь виноватой до похода к
психологу, что я ее бросила, что я ее предала. И мы отрабатывали вот с психологом этот момент, что тогда ты не могла ничего сделать, ты была сама ребенком. И, видимо, поэтому вот в этом моменте с айаваской я в тот момент не думала, у меня в очереди не стояла сестренка моя, которая сейчас всегда у меня на первом месте почему-то. Но в этот момент следующим, о ком я подумала, это о Руслане, и я подумала, что сейчас у всех семья, и только я начала говорить с ним, типа того, что только у тебя и у меня нет семьи, мы одиноки, ну как, я не одинок, вроде как, но это не семья, можно назвать семьей, может быть и нет, но я стала говорить просто: Руслан, я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, никогда не забывай об этом, что если что-то, я сейчас говорю с тобой, Руслан, если что-то происходит в жизни, звони мне очень жаль, что мы так далеко друг от друга, не можем общаться чаще, видеться чаще, но мы всегда можем созвониться, списаться, и поэтому никогда не забывай, что я очень-очень-очень-очень люблю тебя. Ты самый лучший. Так вот, я сейчас сказала всей моей семье спасибо, и тогда, и сейчас я передаю вот это вот все, что было со мной. И после этого я уже стала говорить спасибо другим людям. Я посмотрела в сторону Алмера. Реально, я уже просто с открытыми глазами. Я чувствовала, я видела все вот это, все картинки уже с открытыми глазами. Мне не нужно было закрывать глаза, чтобы это все видеть и чтобы говорить. В подсознании я вот просто разговаривала. Я посмотрела на Алмера, и тут я увидела пару. Это была, я не знаю, кто это. Они сказали, что они друзья, но, по-моему, это была просто гомосексуальная пара. Они обнимались, что-то говорили друг другу. И я видела, что Алмер смотрит на них, и я не знаю, я почувствовала, что он хочет тоже, чтобы его обняли. Я такая хотела подойти к нему, обнять, но вспомнила, что типа не прерывай путешествие другого человека. Я такая просто смотрю на него вот этими, как Алмер мне потом сказал, что он видел влюбленные глаза. И он такой смотрит на меня и просто такой пледом хоп, закрылся. Я такая подумала, наверное, он сейчас переживает момент вот этого страха. Но потом, как оказалось, что Алмер не чувствовал вообще ничего. Реально, вот все вот это путешествие, которое ощущала я, он не видел, не чувствовал ничего. И очень жаль, конечно, я бы хотела, чтобы он тоже все это испытал. Может быть, не такое, как я, но что-то подобное. И я безмерно благодарна ему, что он посвятил меня в это, что он привел меня в это место, что ты, Алмер, ты будешь субтитры, я думаю, читать. В общем, спасибо тебе огромное, люблю тебя. Ты замечательный человек. Я безмерно благодарна тебе за этот опыт. Te amo muito. Muita obrigada. I know just some words in Portuguese and I said to you because you can understand this and you can understand English too, but thank you a lot. И после этого я начала благодарить всех вокруг, тра-та-та, и все. И тут я почувствовала, что хочу больше, вспомнила про слова шамана, что типа, если вы хотите глубже, можете подойти и взять стаканчик. И я подошла, взяла стаканчик, и тут началось совсем другое путешествие. Это вот прям реально 18+ контент. Не знаю, стоит ли об этом говорить. Ну, короче, реально столько удовольствия
просто путешествуя в своих мыслях, я не получала никогда вообще ни с кем, ни... Это был просто супер опыт. В этот момент, как раз, когда я приняла вот этот третий стаканчик, была какая-то музыка, я просто погружалась, я сказала себе: Людмила, сейчас время для тебя, просто relax and enjoy, типа наслаждайся, это время для тебя. И я реально просто лежала и наслаждалась. Это было просто что-то с чем-то, колокольчики звенят, там тра-та-да, все вокруг, краски, глаза закатываются. Короче, жесть. Это стоит испытать хотя бы раз в жизни. И вот в этот момент все стали говорить слова благодарности шаману, вот этой вот этому зелью. И они говорили все на португальском, но я слышала их слова, и мне казалось, что я понимаю, о чем они говорят. Прям вот они говорили, я кивала, и когда они говорили, я слышала слова, и для меня вот эти их голос каждого был прям как музыка. Он прям вот... И притом музыка такая, не знаю, это было просто что-то с чем-то. Я получала столько удовольствия от того, что просто слышала их голос. И такая: не останавливайся, просто говори. И вот реально картинки из фильма «Парфюмер», вот помните вот этот последний эпизод, вот эти оргии и так далее, вот у меня в голове был в этот момент вот именно вот что-то вот похожее. Это, не знаю, что-то прям вот жесть. И я так понимаю, что когда дошла очередь до меня, и Аннер стал говорить со мной, но я до сих пор была под действием вот этого вот чего-то. Он говорит типа того, что ты, если хочешь что-то сказать, ты говори мне, я переведу всем. И я такая: да, я хочу. Я ему сказала там пару каких-то фраз, но мне в этот момент казалось, что я ему сказала столько всего, и что он это все понял, и что он это все перевел. Но потом мне он рассказал, что я сказала там типа того, что я помню этот момент, да, что я им реально сказала, что я хочу знать все о каждом, типа ваши проблемы, вашу радость, я хочу делиться с вами. Но в моем мозгу, в моих мыслях я сказала гораздо больше, но Аннер услышал только чуть-чуть, типа спасибо и так далее. Я рада, что я здесь. В общем, после всего, вот это как раз мы поблагодарили, и это значит, все, процедура завершена, мы вызвали такси, но еще до того, как это такси приехало, я чувствовала еще, что меня не отпустило какое-то такое чувство, типа, не знаю, типа алкогольное опьянение, но это было не алкогольно, но что-то такое непонятное. И как такси уже приехало, все, этого всего уже не было. Я уже была просто счастливая, я любила всех и каждого. Мне просто хотелось всех обнять, всем сказать спасибо, всему миру спасибо там и так далее. И я до сих пор реально нахожусь в этом состоянии, когда я реально благодарю всех и каждого. И я решила записать это видео именно поэтому, потому что я думаю, что вот эта ayahuasca изменила мое отношение к себе самой. Она дала понять обо мне очень много моментов. И я сейчас знаю, куда мне двигаться, что мне делать, как вообще жить дальше, что мне приносит счастье, что нет, что вообще ни в коем случае уйдите от меня подальше. В общем, что мое, что не мое, я знаю конкретно, чего я хочу в этой жизни.
и что мне приносит радость. Это реально изменило меня. Я чувствую, что я выросла, повзрослела, помудрела. Я не знаю, может быть, это не так, но я думаю, что это так. Если кто-то захочет испытать подобный эксперимент, ничего не нужно бояться. Главное, что нужно делать это обязательно с тем, кого вы знаете, чтобы кто-то был рядом, я не знаю. Хотя в этот момент, когда я знала, что мы очень хорошо знаем друг друга с Алмером, но был момент, когда вот этот вот страх, я его ненавидела, я его не хотела подпускать. Мне казалось, что он слишком близко ко мне, и когда я вот это закрывалась, я закрывалась и от него тоже, и что просто хотела всех выгнать, отогнать. Ну, то есть нужно выбирать шамана, который... Потому что бывают случаи, говорят, я не знаю, я читала, что кто-то просто убегает в лес, и вот в этой панике. Поэтому нужно четко подбирать человека, который будет в этот момент контролировать все. И я знаю, что тоже читала об этом, что кто-то подмешивает что-то еще в это зелье, чтобы эффект увеличить. Но здесь только лиана и листики, я не помню чего. В общем, можете загуглить, может быть, напишу в описании к видео. Но это стоит испытать. Это не наркотик, это не вызывает привыкания. Я знаю людей, которые кто-то один раз попробовал, там ретрит какой-то, читал тоже про это, и как бы не хотелось снова испытывать. А кто-то делает это 10-20 раз больше, кто-то уже, там вот эта девушка, которая помогала нам, помогала шаману, она уже 10 лет, и она сказала, что каждый раз, как в первый раз, каждый раз новое путешествие, новое испытание, типа... Оль, ты мне написала сообщение, что типа, я надеюсь, это не под препаратом. Ну, я думаю, это препарат, но да, это наркотический, но... Короче, расслабься, ничего страшного, это не такой наркотик, которого стоит бояться. В общем, всех люблю, всем спасибо. Всего вам самого-самого хорошего. Я обязательно опубликую это видео так, как оно есть, не буду ничего добавлять, убавлять. Как есть. Вся моя душа наизнанку. Такая вот я. Спасибо.